В быту иногда возникает ситуация, когда в декоративном металлическом предмете отлетает небольшая деталь. В исправной лестнице ломается ступенька, в дорогом мотоцикле трескается рычаг. И что же делать, ведь вещь вроде бы исправная, но пользоваться ей уже неудобно. Неужели сразу нужно бежать в магазин за покупками? Ну, конечно, нет, поскольку существует сварка ТИГ, с помощью которой можно сварить практически любой металл толщиной от полумиллиметра до более чем 1 сантиметра. Что же такое сварка ТИГ? В переводе с английского ТИГ означает ручная дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа. Если вы думаете, что это очень сложно, то ошибаетесь. Ведь для сварки ТИГ нужно всего 4 вещи. Первое – это сварочный аппарат с горелкой и кабелем массы. Второе – это газовый баллон с инертным газом. Третье – это редуктор. И четвертое – это шланг, по которому газ подается от газового баллона через редуктор к сварочному аппарату. Что же нужно подготовить к началу сварки? Ну, во-первых, конечно, это сварочный аппарат. Существующие на рынке модели я бы разделил на 3 класса по уровню сложности и по цене. Первый класс – это модели с самой низкой ценой и самым простым функционалом. В них сварка ТИГ реализована как дополнительная опция, ну, например, в моделях для сварки покрытыми электродами. Здесь зажечь дугу можно только одним способом – методом касания электрода к поверхности детали. Такой метод зажигания обычно называют лифт-ТИГ. Второй класс – это модели сварочных аппаратов, в которых ТИГ используется в качестве основного вида сварки, со всеми необходимыми настройками тока и подачи газа. Можно сваривать абсолютно все виды металлов, кроме сварки алюминия и алюминиевых сплавов. И третий класс – это модели второго класса, дополненные сваркой алюминия и алюминиевых сплавов. Во-вторых, для сварки ТИГом обязателен защитный газ, и чаще всего используют аргон. Большой ошибкой является сварка в смеси аргона с углекислотой. По стандарту EN ISO 1089 часть 3 плечо баллона с аргоном окрашивают темно-зеленым цветом. Остальная часть баллона может быть любого цвета. Обязательно обратите внимание на наклейку на газовом баллоне, потому что на ней указано название газа, знаки об опасности и другая полезная информация.